Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в раскраске Ханны Карлсон «Рассветный час». Я очень эту раскраску люблю, она мне нравится. Ну, в принципе, мне стиль Ханны нравится, и, пожалуй, за исключением вот этого карнавала или маскарада, мне нравится. В этот раз я решила пораскрашивать вот здесь. Я как-то шла по порядку, ну, сейчас решила не по порядку, потому что здесь вот, сейчас покажу. Ну, здесь вот девушка, я это не очень люблю красить, но я это в ближайшее время раскрашу, конечно. Это разворот, я сейчас тоже к этому не расположена. А тут все-таки предполагается в одном стиле, хотя выкрутиться, безусловно, можно. Например, сделать фон сухой пастелью и какую-то вот одну страничку раскрасить, и просто вот эту вот часть, да, перетекающую с одной стороны на другую. Ну и в принципе ограничиться одной страничкой, а вторую в следующий раз. Вот. Ну, тоже пока, честно, не хочется. Вот здесь вот еще от этих всяких бабочек, мотыльков и тому подобное я вроде как уже отдохнула и не против раскрасить, но по брякушке мне тоже сейчас неохота раскрашивать. Вот. Так, ну здесь разворот раскрашен. Дальше что у нас тут идет? И это у меня раскрашено, и здесь тоже вот. Ну, короче, я решила вот остановиться на этом. Мне, знаете, здесь нравится на ощупь бумага. Я вот думаю, с чего, правда, начать. Пока не решила. Ну, предполагаю, что здесь будут в том числе и карандаши. Наверное, я даже возьму Берлинга металлик для начала, вот эти вот. И начну вот здесь раскрашивать. Сейчас только определюсь, какой это будет цвет. Может быть, наверное, золото возьму. Наверное, вот эти два карандаша, а может быть, еще будет вот этот. Хотя, как бы, с другой стороны, почему бы не использовать какие-нибудь синие, я так подумала. Нет, наверное, все-таки здесь будет золото. Ну, давайте я уже приступлю раскрашивать. Карандаши мягкие, как вы знаете, и отлично ложатся. Я еще только неоновые не купила, хотя я неоновые цвета, в принципе, ну, не фанатка. Вот, но поскольку у Берлинга карандаши вообще хорошего качества, и, в принципе, как я вот заметила, канцелярия, то неплохо, наверное, будет приобрести. Ну, как-нибудь по случаю. Понятно, что можно там заказать, и была возможность не один раз, ну, не знаю. Короче, как представится какой-то вот случай, когда я прям раз все сойдется, и я тогда их себе куплю. Потому что вот эти вот и пастельные я брала в красном карандаше. И, ну, там вот именно сошлось. Пришла, смотрела и решила приобрести. А уже потом я видела неоновые карандаши, но их я видела, наверное, на Вайлдберрисе или Озоне. Ну, и не знаю. Как-то так. В целом, неоновые карандаши, наверное, других марок я выбрать не стала. Я даже как-то было чуть не приобрела их
фикс-прайс, потому что одно время они были, я ходила, смотрела, не брала, потом мне их посоветовали, их уже не было, но я рада, потому что не думаю, что они бы мне понравились. Это было бы просто вот выброшенные деньги. А вот насчет неонов Берлинга я думаю, потому что в целом, поскольку производитель хороший, то вполне вероятно, что они мне зайдут. Где-то это будет очень даже неплохо. Я думаю, что когда вот эти у меня закончатся, я с удовольствием куплю другие. Но вот у меня как-то спрашивали по поводу, есть ли отличие от BG Metallic и так далее, что лучше. Вы знаете, вот по мне и те, и другие лучше. Просто сейчас, пока у меня Берлинга не было, я BG использовала постоянно. Вот, но там 6 цветов. В принципе, мне и их было за глаза достаточно. И у меня, кстати, BG одна упаковка начата, вторая пока новенькая. Вот, а потом появились Берлинга 12 штук. Ну, вроде как палитра побольше. Хотя, как я уже говорила, я могу и 6 цветами обойтись вообще без проблем. У BG тоже есть побольше набора. Вот. Но они как бы, я знаю, что на MyShop, а мне там не очень удобно заказывать. Поэтому, наверное, поэтому я их так и не купила. Ну так вот, по качеству и те, и другие шикарные. Ну и когда у меня вот эти закончатся, посмотрим. Может быть, куплю BG набор. Может быть, повторю эти. Но мне и те, и другие нравятся. Я прошу прощения за свой голос. Ну, вот у меня уже месяц какая-то ерунда творится постоянно. У меня такое ощущение, что у меня организм, это, знаете, ну, чистая психосоматика, и вот. Нет, это все, конечно, можно еще объяснить тем, что у нас дома очень сильно топит, и приходится постоянно открывать окна, и так или иначе дует, потому что я босиком хожу. И такое может быть. Но мне кажется, что тут еще плюс психосоматика. Потому что у меня, в принципе, жизнь устроена так, что я могу, ну, я могу делать, что хочу. Вот, но я стараюсь как бы не спешить, то есть я веду активный образ жизни, но я не люблю спешить, не люблю опаздывать. А у меня сейчас то и дело нарушается режим. В итоге что-то не успеваешь, где-то возникает спешка, а увлечений много, хочется все успеть. Так, сейчас немножко подточу. Ну так вот, хочется все успеть. И вот даже сейчас поездка будет в Питер. И я как-то, у меня такое ощущение, что подсознательно организм у меня делает все возможное, чтобы не ехать. Хотя, да что ж такое. Хотя я не могу сказать, что я прям не хочу глобально. Но я понимаю, что, ну, как бы, все равно придется, неделя выпадет. Поэтому, то
То есть вот я даже сейчас хочу там повязать, а я понимаю, что из-за поездки мне сейчас приходится делать срочно что-то быстро. Я даже вот думаю, завтра я буду... Ну, я человек, который, вы знаете, я постоянно в интернете, постоянно со всеми этими технологиями, но при этом вот электронную регистрацию в плане билетов на поезд я не признаю, поэтому я всегда покупаю по интернету билеты, потом иду на вокзал и распечатываю. И вот я думаю, что завтра я буду у вокзала и думаю, печатать мне билет или попридержать его до отъезда. Ну, тогда, правда, придется приехать на вокзал пораньше. Ну, наверное, я так и так приеду пораньше. В общем, буду думать, потому что, с одной стороны, удобно завтра распечатать его, с другой стороны, если его придется сдавать, а я все же не исключаю такой возможности, такой вероятности, то пока электронная регистрация, я ее не отменила, то получается, что я могу сдать билеты без потери денег. Потому что если я билет распечатаю, то тут уже будет мороки гораздо больше. Поэтому буду думать над этим вопросом, потому что у меня опять сегодня стало чихать. Ну и вообще вот такое состояние какое-то нездоровое. Но я думаю, что это именно психосоматика. Наверное, проще настроиться как-то. Скорее всего. И вообще на все забить. Ну, я не знаю, хочется и видео наснимать, хотя я понимаю, что ничего страшного не произойдет, я могу и там снимать, и планы есть. Посмотрим. У меня всегда, знаете, так борется чувство, что вроде там хочется поездить, погулять где-то. С другой стороны, думаю, никуда не пойду, сяду там дома и буду сидеть. Вот. Ну, просто сейчас там действительно все позакрывали везде эти коды. У нас-то с этим в Москве гораздо проще, поэтому, когда куда-то еду гулять, все в доступе, и кафешки, и туалеты, и так далее, а вот там будет проблема, если что. Все-таки, знаете, карандаши изумительные, просто изумительные. Ну и бумага здесь замечательная. По крайней мере, карандаши тут точно хорошо ложатся. Но я раскрашивала детской акварелью здесь, по-моему, разочек. Как минимум разочек. Да нет, не разочек. Я же здесь вот кошак окрасила. Кстати, я тогда все сомневалась. Думаю, хочется вот так по-простому, как раньше раскрашивали. А я у Ханны еще ни разу ничего так не раскрашивала. И вроде хотелось, думаю, но с другой стороны как-то, не знаю. Но потом я решила именно так раскрасить, потому что шерсть я красить все равно не умею. И вы знаете, вот я сейчас смотрю, я уже заканчивала эту иллюстрацию, я спешила, прям думаю, ну совсем будет плохо. А сейчас смотрю, нет, мне нравится. Вот, так что здесь даже не один раз я использовала акварели, в общем-то все в порядке, у меня нет претензий особо никаких к бумаге. И она прям тактильно очень приятная. Вот. Да и карандаши классно здесь смотрятся. Я вообще в восторге от них.
Не знаю, вот какой цвет здесь будет использоваться и какой материал. Вообще, наверное, хотелось бы, скорее всего, сухую пастель, но вопрос в том, что будет здесь. Нет, ну здесь однозначно карандаши будут, конечно, поэтому, может быть, поиспользую сухую пастель. Прям так, я сейчас прервусь. Я подозреваю, у меня ангина идет именно тоже на психосоматике. И я вот сейчас смотрю, 100% ангина опять, потому что у меня першит горло. Ну, это понятно. Здравствуй, ангина называется. Это надо быстренько прекратить. У меня... И, кстати, сейчас пойду в магазин собаке еды покупать. Надо будет в аптеку за диазолином зайти. Я надеюсь, что я найду. С этим у нас напряженка в стране. Ну, потому что, ну, не знаю, многие это лекарство не любят в принципе. Ну, а в аптеке стараются не продавать, потому что дешево. Ну, а вот мне подходит. Реально, я диазолин пью, мне подходит. Вот. Но для меня... Так, что я взяла? Для меня это прям такой хороший вариант, когда я пью аспиринку и диазолин от аллергии. По идее, надо было еще вчера выпить, потому меня вечером что-то накрывало, но я не очень хотела. Мне вообще так странно, знаете, бывает. Допустим, какое-то, ну, событие почему-то меня пробивает отметить чем-нибудь вкусненьким за день до события. А само событие как бы, ну есть и есть. Вот, например, позавчера я там захотела, побаловала себя вкусненьким. А, в общем-то, баловать надо было себя вчера. У нас, типа, была годовщина с моим другом. Целых 14 лет. Вот. Ну, в итоге, как бы, такое себе дело. Я думаю, что, ну, мы как-то, понятное дело, обычно я в Питер приезжаю как раз к этим датам, но в этот раз мне совсем не хотелось, да и, по-моему, я не помню. Мне кажется, в том году мы даже уже и не отмечали. Да, смысл. В принципе. Так, вот мне нравится. Очень даже, только нужно добавить еще немножко такого. Вот такого. Побольше. Ой. Так, надо достать этот, где у меня лежит мой пылесос маленький для клавиатуры. Я еще надо будет купить лампу в комнату, где у меня будет все для вязания, потому что там вроде освещения достаточно, но нужно прям такое целенаправленно, чтобы было. У меня есть лампа такая на прищепке, но она у меня над кроватью. Правда, там есть еще один ночник. Ну нет, надо купить на прищепке. Тоже озадачусь этим моментом. Или в Ашане, или надо в Фиксе посмотреть. Потому что здесь рискованно вязать. Я стол протираю, но все равно.
знаете, протирай, не протирай, а мало ли где-то что-то не замечу, пряжу попорчу. На кухне тоже, я считаю, не лучший способ вязанием заниматься. Вот поэтому я себе сделала пространство уже под вязание. Ну как, я все разобрала там, все это. В процессе там будут изменения всякие разные, но уже сейчас можно активно там заниматься творчеством. Ну, вплотную я займусь этим уже после поездки. Нитки я поняла, что можно покупать хлопковые и тоже в 2 сложения вязать, что вроде как меня тоже порадовало. Так, ладно, пойду-ка я выпью все-таки таблетку, а то я собралась и, как видите, все крашу. Ну вот, аспиринку я выпила, надо обязательно сразу в дорожную сумку положить. Потому что я вспоминаю как раз 20-й год, когда я поехала и на даче оказалась без диазолина, прочих. Ну и, конечно же, поездка моя подзатянулась вместо 7 дней 10. Еще у меня был такой случай, короче, не хочу. Совсем не хочу. Неожиданное здесь сочетание. Надо было сразу взять вот эту штуку, а бумажная салфетка здесь не лучший вариант. Поэтому сочетание не совсем мне удалось. Нет, оно мне как бы нравится. Здесь еще я впоследствии добавлю гелевые ручки, как с блестками, так и не с блестками. Фон я буду делать, скорее всего, не на камеру, потому что я хочу новенькое для себя попробовать. И, в общем, хочу просто сейчас вот сесть. У меня, правда, времени абсолютно нет, но вот мне так хочется попробовать, что я сейчас вот сяду. Не знаю, как я все успею, но я все-таки сейчас сяду и буду в свое удовольствие делать фон. Покажу вам, конечно, это уже в конце месяца, но этот месяц, как мы понимаем, короткий, поэтому ждать не так долго. Так, здесь еще надо подтереть все это дело, размазала. Да, ластик вот все-таки это мой любимый. Хорошо, что я его тогда купила в магазине Еврошоп. У нас уже их сейчас нет, этих магазинов. Так, ну, в общем, наверное, теперь надо и переходить к фону, потому что это уже в самый последний момент. С ручками, чтобы ничего не запачкать. А это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 777 рыжая 888. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.